Всем привет, меня зовут Чигана, и в этом видео я буду показывать вам свои материалы, которыми пользуюсь в последнее время. Здесь у меня небольшой беспорядок, но я буду показывать им в определенном порядке. Сначала начнем с акварели. Акварель у меня основная, это «Белые ночи». Здесь палитра. «Белые ночи» на 24 цвета. И здесь дополнительно сюда я добавила цвета, которые мне нужны. Оливковая, розовая и голубенькая. Также от Сонет несколько цветов. Фиолетовое, светлое серебро и серая пейна. Это белая ночь и бирюзовый цвет. Розовый от Гаммы и синий от Лефран. Белые ночи довольно бюджетная акварель, очень популярная у нас в России. И могу посоветовать ее для всех, как любителей, так и профессионалов, потому что она одна из лучших по соотношению цена-качество. Дальше из акварели у меня идет такие тубы от Лефран. Здесь 12 цветов. Я не особо ею пользуюсь. Можно видеть, что я выдавила почти весь ультрамарин. Белым цветом активно пользуюсь для бликов или для создания пастельных оттенков. И вот эти вот два цвета, изумрудный и прусская синяя, я их смешиваю и делаю индиго цвет. Он у меня быстро заканчивается. Лефран считается студенческой акварелью, но тем не менее цвета довольно красивые, яркие, и для начинающих самое то. Дальше из акварели у меня баночка Эколайн. Эколайн — это жидкая акварель. Это значит, что для того, чтобы рисовать ею, вам не понадобится вода, потому что она уже, грубо говоря, сама вода с добавлением пигмента определенного. У меня такой бирюзовый цвет 580, если кому интересно. Это фирма Royal Talents. Мне понравилась эта акварель, но ее минус в том, что она обладает низкой светостойкостью, что значит, через несколько лет работы будут выцветать, а это не очень хорошо. Для иллюстрации пойдет, для скетчей пойдет, а для художественных работ не особенно. Дальше у меня здесь тюбики. 4 тюбика от Van Gogh и «Белой ночи» бирюзовая. Van Gogh — это профессиональные краски. У них, напротив, очень высокая светостойкость у всех, причем красок. Цвета у меня жженый Burnt Umber, это жженый амбер, не знаю, зеленая охра, кобальт синий и краплак светлый. Все цвета очень яркие, прозрачные, звонкие. Пока что из всех акварелей, что у меня есть, Ван Гог у меня самая любимая. Дальше для акварели у меня есть такая бесцветная маскирующая жидкость от Winsor & Newton. Эта жидкость у меня примерно 3 года или 4 даже, 4 года. И она наполовину до сих пор полная. И могу сказать, что вот эта жидкость не используется часто в работах, а именно в тех моментах, где нужно выделить тоненькие элементы, как волосы, реснички, ветки деревьев, знаете, то, что вы не хотите, чтобы было затронуто краской. И после этого вы можете аккуратно, когда вся работа высохнет, убрать пластиком. Дальше покажу акрил. Акрила у меня не так уж и много. Сначала покажу от Royal Talents 3 тюбика. Вот это голубенький и желтый. Такие пастельные довольно. Амстердам — это очень популярная марка среди художников, которые работают с акрилом. Очень популярная, потому что у них классное качество. Акриловые краски от Малевич. Это профессиональная серия. 12 цветов по 20 мл. Я про них уже рассказывала и снимала отдельное видео про то, как ими работать, особенности работы. Вы можете посмотреть. Дальше по акрилу у меня такие 3 баночки. Им уже тоже около 3 лет, возможно. Я ими пользуюсь не постоянно, но люблю частенько добавить в свои работы. У меня звездное золото, морская волна, серебро. 3 цвета. Они довольно плотные, укрывистые, если вы будете наносить несколько слоев. А если ограничитесь одним слоем, то у вас будет полупрозрачная, красивая, блестящая пленка.
люблю добавлять для каких-то элементов, скажем, если в портрете есть украшения, корона, там сережки или звезды, луна, вот такие вот вещи. Кисти. Кистей у меня не так уж и много. Не буду рассказывать про каждую отдельную, просто скажу, что эти 3 кисти я использую практически во всех работах за последнее время. Первое — это премиум белка от Малевич, колонок с французским креплением. Эта кисть универсальна, потому что благодаря ее большому ворсу можно делать заливки. А кончик, когда он в воде, он превращается в тоненькую такую штучку, и вы можете прорабатывать детали ею. Следующий у меня идет Малевич, серия Осень синтетика, скошенная кисть. Она также безумно удобна, я постоянно ей пользуюсь, и ею удобно делать все: волосы, опять же ветки деревьев, одежду, какие-то детали, где вам нужно смыть краску, например, на бумаге не из хлопка, а из целлюлозы, вы можете смывать краску. И вот это вот удобно делать как раз с такой кистью, которая не жесткая и не царапает бумагу, но довольно жесткая для того, чтобы убрать то, что вам нужно, или высветлить какие-то детали. Но также хочу сказать, что очень люблю кисти Рублев, вот такой вот серии белка. Они у меня в номерах 1, 2, 3, 4, 5. Пока ими не особо пользовалась, но вот единичка я пользовалась почти 2 года. Кончик, он уже, смотрите, уже немножко испорченный. И вместо этого я взяла номер 2. Разницы почти не вижу. Эти 7 кистями я работаю и с акварелью, и с акрилом, и с маслом. Про материалы для масла я не буду рассказывать в этом видео. Вот эта интересная кисточка. Она называется Аквабраш, потому что у нее есть резервуар для воды. Вы можете наполнить ее водой, потом аккуратненько вставить обратно. И при небольшом давлении и нажатии у вас вода будет выходить из кисти. И можно сказать, что для работы вам не нужна будет баночка с водой. Идеально для пленеров, для походов, когда берете с собой скетчбук акварельный, скажем, и работаете с Аквабраш. Остальные кисти я не буду подробно рассказывать, потому что я все равно ими пользуюсь не так часто. Так, дальше я хочу рассказать про карандаши. Карандашами, как таковыми, как отдельный инструмент, я не использую. Я скорее работаю ими как дополнение к акварельным работам. Получается смешанная техника. Сначала работаю акварелью, а сверху, если нужно, довольно редко, кстати, это делаю, добавляю карандаши. У меня фирмы Derwent. Первый набор — это обычные цветные карандаши. Второй набор, он акварельный. Это значит, что при добавлении воды вот эти вот пигменты в карандаше, они растворяются и превращаются в акварель. Очень интересно получается эффект. Сейчас я расскажу про материалы для скетчинга. У меня очень самые любимые — это лайнеры или лайнеры от Pigma Micron. Здесь их 6 линеров и 1 брашпен. Сейчас покажу разницу. Линеры, они на основе чернил. Брашпен имеет такой наконечник, и им можно управлять, надавливать и изменять толщину. Грубо говоря, он похож на фломастер. Цифры указывают на толщину наконечника. Например, 8 — это самый толстый линер. 0,05 — это самый тоненький, но сейчас есть уже новинка. 0,03 — это линер еще тоньше. Он, наверное, будет отличным для супер маленьких деталей. Здесь я расскажу про материалы, которыми я пользуюсь не так уж и часто. Здесь у меня просто простые карандаши. Для эскизов и набросков я использую карандаш Derwent твердый мягкий. Он уже наполовину закончился.
И обычный эластик из канцелярского магазина. Я его использую, потому что он не царапает бумагу и довольно мягкий. Гуашь. Гуашь у меня мастер-класс. Гуашью я рисую крайне редко, раз в год, возможно. И могу в смешанных техниках добавить ее, если мне нужна какая-то укрыстость. Крайне редко рисую, но тем не менее считаю, что она должна быть. Маркеры, скетч-маркер, набор из таких вот приятных красивых цветов. У меня есть отдельное видео про работу с маркерами, где я показываю вот этот набор и рисую им на таком маркер-пад, бумага для спиртовых маркеров. Можете посмотреть. Вот, сейчас у меня будут скетчбуки. Всего их у меня 3. Я скетчи люблю делать, но работаю не так часто со скетчами. Первый скетчбук у меня от Canson, или Canson. Здесь у меня очень много просто рандомных набросков. Бумага приятная, кремовая. Я вообще люблю всю продукцию Canson, поэтому и обложка твердая, вы можете с собой абсолютно спокойно взять в кафе, не знаю, в общественное место, и бумага не помнется, и все будет хорошо. Следующие скетчбуки у меня от Малевич. Одна, где изображен Матисс, Анри Матисс, здесь Фрида Кало. И один у меня в маленьком размере, другой побольше. Не буду подробно показывать. Тут тоже скетчи. Я делала здесь скетчи для Inktober. А скетчбук побольше, он немного превышает размер листа А4 и довольно удобный. Было непривычно после маленьких скетчбуков рисовать на большом. Это все я рисовала линерами Pigma Micron, своими любимыми. Я почти все показала, и здесь у меня 2 баночки чернил. Первое — это обычно черные чернила. Я их добавляю тоже в смешанной технике, где нужен контур. А вот это вот золотистые чернила, также для смешанных техник. Получается, они очень красивые по сравнению, скажем, с вот этим вот золотым акрилом. Золотой акрил получается не настолько насыщенным, как чернила. И также чернилами можно рисовать тоненькие линии, а им приходится отдельные детали, но линии не особо получаются. А в этом пенале у меня такие инструменты, которые не часто использую, но тем не менее они важны. Здесь у меня находится вот это вот просто грифель простого карандаша. Сангина. Они 2 разные. Уголь. Углем можно делать скетчи. Углем можно делать первоначальный эскиз на холсте перед работой маслом. Такая белая ручка. Она необходима, когда вы рисуете работу и не оставляете бликов, для того, чтобы добавить их позже. Блики я добавляю. Сначала добавляла гуашью, потом стала добавлять акрилом, а белая ручка всегда нужна. Вот, это Sakura Jelly Roll, а это Brit Gel написано. Они также отличаются по толщине наконечника. Надо смотреть, прежде чем покупать. И я люблю все блестящее, украшения, поэтому у меня здесь 2 ручки Jelly Roll от Sakura в линии металлик. У них разные линии есть. Я почему-то взяла металлик. Перо как раз вот для этих чернил. Прикольно и писать, и рисовать. У меня есть еще разные наконечники, которые различаются толщиной. Перманентный маркер, когда нужно что-то написать. Ими получаются прикольные такие слои, полупрозрачные. На бумаге остаются лишь блестки, которые отражаются золотом, либо серебром. Это Faber-Castell Color Grip. Называется Kohinoor Gioconda Negra в цвете, то есть черный. Этот цвет мне нравится тем, что в скетчах Нюша, вот, в скетчах он отличается большой насыщенностью, и по сравнению с простым карандашом можно делать более контрастные и насыщенные работы, в тенях особенно. Точилка у меня такая, ей тоже уже 3-4 года, отличная.
острая. А этот карандаш Kohinoor Gioconda Sepia Light, светлая сепия. Тоже неплохо для наброска. У меня есть один непонятный карандаш, который я до сих пор не знаю, для чего нужен. Если вы знаете, я пробовала еще гуглить, я не нашла ответа. Называется Perfection 7056 от Faber-Castell H5 Water-Based Varnish. Varnish это обычно называют покрытие, будь то лак или спрей, когда готовые работы покрываются. Я не понимаю, зачем он нужен. То ли они имеют в виду, что water-based на основе воды, варниш, то ли нужно готовые работы покрывать, чтобы получился какой-то слой защиты. Если вы знаете, скажите, пожалуйста. Сейчас покажу бумагу, с которой я работаю. Первая это Fabriano, 25% хлопка. Сразу скажу, что эта бумага мне не подошла, не моя, поэтому важно пробовать разные фактуры, составы бумаги и определяться со своей любимой. Но любителей очень много, я знаю, и отзывов хороших, но мне она не подошла. Бумага для смешанных техник от Canson Mix Media. Мне эта бумага понравилась, мне нравится вся продукция Canson. Я попробовала очень много разных типов бумаг и могу сказать, что я фанат Canson. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Надеюсь, вам оно было полезным. В любом случае, напишите, пожалуйста, что вам понравилось, какой материал вам понравился больше всего, что вы хотите попробовать. И заглядывайте на мой инстаграм. Все, всем спасибо и пока!